Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику «Ссоры персонажей» из разных игр, которые я прохожу. Всем приятного просмотра и аппетита тем, кто кушает или пьет чаек. В этой серии я вам расскажу про Дариуса из игры Need for Speed Carbon. You think you know this town? You have no idea what's in store for you other than it's gonna hurt. Too much hype, man. Run up in the game like 999. Why everybody keep saying you heard tweet, he's 999. Had that guy still in the game and I swear to buy this 350. But every guy could never feed my flow. Straight all the way from the U to the K, roll the Bacardi up to the Tito. Oh, boys, everyone's a bad man. I'm right, boys, everyone's a bad man. Дариус является главным антагонистом гоночной игры Need for Speed Carbon. Он является лидером команды «Сложная колода», управляет экзотическими автомобилями третьего уровня. Во время пролога игры игрока ловит Кросс, который стал охотником за головами после того, как игрок сбежал из Рокпорта. Дариус вмешивается в ситуацию, выплачивает вознаграждение игроку и помогает игроку очистить свою репутацию, позволяя им сформировать команду с помощью Никки, видного члена сложной колоды. Дариус снова появляется в ролике, поощряя игрока продолжать свой прогресс, когда игрок начинает события, которые приносят ему больше территорий, чем собранная колода. В случае победы, после того, как игрок побеждает всех трех главных боссов экипажа, Палмонта Дариус хочет встретиться с игроком, чтобы поздравить их. Как только игрок прибывает в локацию, быстро становится понятно, что Дариус передает игрока, превращая его в Кросса. Он утверждает, что использовал игрока для контроля над всем городом, а также признает свою ответственность за предупреждение полиции о гонке, который вынудил игрока покинуть Палмонт. После событий Дариус получает телефонный звонок от неизвестного источника, который сообщает ему, что Никки освободил игрока из-под опеки Кросса и дезориентировал из сложной колоды, чтобы присоединиться к команде игрока. Затем он говорит неизвестному абоненту нанять новых членов команды, которые мотивированы уничтожить игрока. Эта команда состоит из Энджи, Кенджи и Волфа на машинах третьего уровня. Все они потеряли свои ужасы из-за игрока. После захвата Сильвертона игроку предстоит гонка по каньону, а также уличная гонка по Палмут-Сити против Энджи, Кенджи и Вулфа. После победы над его командой игрок может бросить вызов Дариусу в уличных гонках и дуэлях в каньоне. Дариус вручает игроку ключи от своей машины и покидает город после того, как игрок побеждает его. Несмотря на его кажущееся дружелюбие, Дариус манипулирует и плетет интриги. Он уже спасал игрока в предыдущей гонке перед событием игры и снова от ареста Кроссом в каньоне Lookout Point, из-за чего игрок был должен ему дважды. Только чтобы понять, что он все это время подставлял игрока, именно он предупредил полицию в ту ночь гонки, чтобы она нацелилась только на боссов экипажа. Нанял кого-то, кто наткнулся на Ники с сумкой призовых денег и заменил ее на идентичный, и заплатил полицейскому, чтобы тот позволил игроку сбежать через ранее заблокированный переулок, давая игроку принадлежащую ему Супра. Он говорит игроку убегать, поскольку многие люди, участвующие в гонке, арестованы, а игрок в изгнании. Дариус быстро привлекает к себе всеобщее внимание и очерняет имя игрока, а также получает деньги из призового мешка, который он сменил раньше, чем угодит Никки. Вероятно, что Дариус также солгал боссам команды после их освобождения, что игрок был ответственен за их результаты после той гонки. Дариус также склонен быть очень гордым по отношению к людям, которые ему не нравятся, что проявляется, когда игрок в конечном итоге ставит Дариуса перед правдой. Он хвастается игроку, что у него всегда было преимущество над ним, и игрок вообще никогда не был для него угрозой.
Перед каждой гонкой против Дариуса он быстро подшучивает над игроком. Несмотря на то, что игрок избил его, он по-прежнему не скрывает своего презрения к игроку и даже продолжает издеваться над ним, до конца с сообщением о плохом предчувствии. Во время предыстории Дариус вводит синюю Toyota Supra с белым порывами. На протяжении всей игры Дариус вводит красную Audi Le Mans Quattro R8 с уникальными винилами, белыми прорывами на капоте, переднем бампере и багажнике, белая полоска сбоку и сзади, двери, крыша, часть капота, переднего и заднего бамперов, украшена в черный цвет. Его можно разблокировать только для режима быстрого заезда после победы над Дариусом. Дариуса сыграл актер Томато Пенниникт. Имя Дариус означает «он обладает» и «богатый царственный». В переводе персидского имени Дариуш. На протяжении всей игры Дариус называет Кросса Крок или Кролл. Сокращенная версия «Шумиха мальчики» группы Сейвай звучит в вступительном видео Дариуса. В какой-то момент режим карьеры Никки вступает в конфронтацию с Дариусом из-за любопытства относительно его намеренного относительно игрока. Audi R8 4.2 FS Quattro в игре Need for Speed World и Audi R8 5.2 VSL Quattro в игре Need for Speed The Run имеют ливерию, вдохновляемую гонкой Дариуса Quattro в Le Mans. И на этом история про Дариуса из игры Need for Speed Carbon подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А с вами был Михаил с канала Paik Maker.